Поговорить с отцом. «Привет, Лёшка. Сколько лет, сколько зим. Как дела?» Я почувствовал, что к горлу подкатывает ком, и не мог вымолвить ни слова. Я не видел отца 7 лет, а он не изменился ни капли. Будто неделю назад расстались. Седые волосы, знакомый взгляд с прищуром, добрая улыбка. На экране у него за спиной виднелся зеленый лужок, край белого домика, несколько деревьев. Очевидно, он сидел на веранде. «Привет, пап. Все нормально. А ты там как?» Я, наконец, кое-как совладал с волнением, и голос мой почти не дрожал, только, кажется, был немного хрипловат. «У меня все хорошо. Очень рад тебя видеть. Молодец, что позвонил. Вижу, ты так и не переехал». Я сидел в кресле в гостиной, в которой он бывал 1000 раз, беседовал со мной и с Ленкой, потом сидел с Мишкой, когда тот родился. Потом в гости по праздникам приходил. Все как у всех. «Нет, пап, все никак. Привыкли тут». Я прокашлялся. Были варианты, но то Ленке не нравилось, то денег не хватало, а в ипотеку неохота влезать. Ну да, понимаю. Может и правильно. Он все так же с легкой улыбкой смотрел на меня, как бы говоря: «Все будет хорошо, не переживай». Я снова прокашлялся. Надо брать быка за рога, нечего тянуть. Время дорого. «Пап, вот хотел с тобой поговорить, как раньше. Может, что посоветуешь?» «Конечно, но если смогу, давай поговорим, конечно». Все тот же доброжелательный, хорошо знакомый взгляд. В общем, у меня такая ситуация. С Ленкой вроде бы нормально живем, но как-то приелось все. Мишка уже взрослый, 20 ему, считай, отрезанный ломоть. Он вроде хороший парень, вырос, в универе учится, живет с девушкой своей, отдельно от нас. Снимают они квартиру. Подрабатывает сам, мы почти не помогаем. Да? Надо же, здорово. Я помню его мальчишкой, а он уже взрослый, в универе. Молодец. Ну да, правда. Грех жаловаться. И Анька, девушка его, хорошая, нам нравится. Спокойная, вежливая. В общем, все в порядке у них. А вот у нас как-то пусто стало. И, в общем, у меня, другая появилась. Наконец я смог это выговорить. И немного запутался я. С Ленкой разводиться неохота и жалко ее. А Катя просто другая. Активная, веселая. От меня ничего не требует. Пока, по крайней мере. Мне с ней классно, но все равно не по себе. Про Ленку-то я все время помню. И она, наверное, догадывается. Так что у нас как раз все сложно. Отец вздохнул. «Ну что, видно, ты в меня пошел. А мой опыт не самый приятный, сам знаешь». «Да, я знал. У отца тоже была другая женщина в свое время. Об этом, естественно, со временем узнали все знакомые и, конечно, мать». «Секрет Полишинеля», – грустно говорил отец. Он знал, что все знают. Но они не развелись, хотя я уже был взрослый. Так и тянулось это ни 2, ни 1,5 годами. «Тут я тебе не советчик», – продолжил отец. «Придется тебе на свою интуицию положиться. Единственное, что могу сказать, если решаться, то сейчас. Не тяни кота за хвост, а то будет как у меня». Интуиция. Ну да, он, наверное, прав. Не дано нам свое будущее видеть. Не всегда понимаешь, на что решиться, что правильно, а что неправильно. Принятие решений в условиях неопределенности. Какая-то часть нашего мозга анализирует информацию, а мы ни сном, ни духом, все подсознательно. Это и есть интуиция. Или говорят: послушай свое сердце. Сердце –
Это просто внутренний орган. Наверное, правильнее сказать: послушай свою душу. Что такое душа, никто толком не знает, но надо ухитриться ее услышать. Да, пап, понимаю. Попробую, наверное. Отец показал большой палец, мол, давай, не дрейфь, все будет хорошо. Пап, еще хотел посоветоваться. Сашка опять предлагает ресторан вместе открыть. Говорит, хорошее помещение выкупить недорого можно. Место проходное. Такой шанс раз в 10 лет выпадает. То да сё. В общем, как тогда. Ну, ты помнишь. Уже 8 лет прошло. Раскрутился он там хорошо. Все работает у него до сих пор. Народ знает заведение. Да, помню. Ты не решился тогда. Ну да, не решился. Так, немного помогал ему с оформлением. Он, говорит, кучу идей моих использовал. Кормил меня много раз бесплатно в качестве благодарности. А теперь опять предлагает вместе начать. Как думаешь, может, стоит решиться? Это значит сбережения в это дело вбухать и преподавание бросить. Отец хмыкнул. А преподавать-то нравится тебе? Я помолчал. Правда, нравится ли? Да нормально, привык. Курсы все те же, я их наизусть знаю. Студенты уважают, начальство ценит. Зарплата ничего, не бедствуем с Ленкой. Она тоже трудится все там же. В общем, все вроде неплохо, но, пожалуй, скучновато. И перспектив особо не видно. До завкафедры я вряд ли дорасту в ближайшем будущем. Отец снова хмыкнул. Я, может, тебя разочарую, но я тебе снова то же самое скажу. Послушай свою душу, что она там тебе говорит. И опять-таки, если решаться, то сейчас. Тебе сколько? 45. Да, сейчас. Есть еще одна любимая поговорка у меня. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Мне так мой отец когда-то говорил. Помнишь такие слова? Я помнил. Но не всегда решительности хватает этот принцип в жизнь воплощать. Отец продолжил. Сашка, по-моему, парень хороший. Вы же с детства дружите. Я его тоже мальчишкой помню. Мне кажется, можно ему доверять. Отец, как всегда, такой мягкий. Мне кажется, я думаю. Никогда никому не навязывал свое мнение. Но стержень в нем есть, я это знаю. И решительность, и упорство. Если цель есть, он к ней будет идти, преодолевая трудности. Только это там, внутри. А мне, наверное, недостает этого. Вечно сомневаюсь. Вверху экрана загорелась небольшая надпись. По вашему тарифу у вас осталось 5 минут. Сеанс заканчивается. Пап, спасибо тебе. Да не за что, сынок. Не переживай, все устроится. Хотел сказать, пап, тут все тебя помнят до сих пор. Как фамилию на визитке увидят, говорят: Крымов, а вы не сын Дмитрия Львовича. Ах, сын, хороший у вас отец. Я у него учился. Десятки таких, буквально. Да? Ну что ж, приятно. Хотя я даже не знаю, я ничего особенного не делал. Это как-то само получилось. Да, и когда ты уехал, тоже все говорили, что ж, он не мог иначе поступить. Да, наверное, так уж вышло. Скучаю по вам всем, и по студентам тоже. Но я уверен, еще увидимся. На экране замигали секунды. Пора прощаться. Хотелось сказать что-то особенное, но я не знал, как. Мы с ним никогда не говорили друг другу высокопарных или слишком интимных слов. Всегда все в простом житейском стиле. Ладно, пап, пора прощаться. Я еще позвоню, если заработаю. Пока, Лёшка. Конечно, звони. Рад был поболтать. Привет передавай Ленке и Мишке. Все у тебя наладится. Не переживай. Отец улыбнулся и помахал рукой. Вид у него был спокойный.
Экран погас, потом на нем появилась заставка. Живописный горный пейзаж. Я откинулся в кресле. Я был дома один. День у меня сегодня свободный, библиотечный, Ленка на работе. И мог спокойно обдумать разговор. Он влетел мне в копеечку, но дело того стоило. Отец прав. Нельзя тянуть. Надо на что-то решаться. Катюха? Да, с ней здорово. Завертелась быстро и огненно, аж искры полетели. И продолжается. Когда не видимся долго, скучаю по ней и по всему такому. Мужчины меня поймут. Но хочу ли я жить с такой? Ой, ну вот как-то плохо это себе представляю. Закрутит в свою орбиту, потеряюсь я с ней. И вечно я раздваиваюсь. Как с Катюхой встреча. В задней части мозга торчит Ленки образ, будто она подглядывает. Я тупо таращился в заставку на экране, силясь понять, что мне говорит сердце. Горы? А может, махнуть с Ленкой куда-нибудь в поход, как когда-то? Прямо на месяц. Пусть отпуск возьмет и вперед. А что? Она еще в отличной форме. Лишнего веса нет. Я тоже ничего. Несложный маршрут мы с ней вполне осилим. Я вдруг увидел свою жену в туристских ботинках и с рюкзаком. Она, улыбаясь, манит меня рукой за собой по тропе, как 20 лет назад. И почувствовал, что хочу идти за ней без оглядки в любые пещеры и скалы. Зазвонил телефон. Сашка. Да, привет. Да, нормально. Нет, дома. Да один кукую, Ленка на работе. А я про жизнь свою размышляю. Я подумал, сейчас начнет пытать, решился я или нет. И угадал. Да помню. Да подожди ты. Мне подробности нужны. Когда впрягаться, когда и на что денежки, все такое. В общем, да, наверное, согласен, только спланировать надо. В отпуск хорошо бы смотаться, а потом уже уволиться. Ну почему? Я тут поговорил кое с кем. Говорят, есть смысл попробовать. Хорошо, приезжай. Обсудим. Только лучше завтра. А сегодня я с Ленкой поговорю. Заставка на экране сменилась анкетой. Здравствуйте, Алексей Дмитриевич. Компания NeuroArt благодарит вас за заказ. Наш нейроинтеллект Арсений напряженно трудился, стремясь воссоздать образ и информационную сущность Дмитрия Львовича Крымова по предоставленным вами материалам. Наша компания просит вас поделиться впечатлениями о том, как прошел ваш разговор с Дмитрием Львовичем и пройти небольшой опрос. Дальше следовали вопросы, но я не мог толком понять даже первый из них. Впечатления, очевидно, оказались слишком сильными. Отвечу, но попозже. Может, завтра. Я собирал и готовил эти материалы несколько месяцев. Фото, видео, письма электронные, письма бумажные, научные работы, опросы коллег отца, оставшихся родственников, рассказы брата. Чего там только не было. И материалы дела. 7 лет назад на трассе отец, увидев выскочившего на дорогу мальчишку, успел крутануть руль. Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. Земной путь тела Дмитрия Львовича на этом завершился. Но информационная сущность-то осталась. Та самая, которую до эпохи ИИ люди называли душа. А если подкопить денег, то можно сделать заказ компании NeuroArt, лидеру в восстановлении душ. Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, можно поговорить с отцом, и он поможет, как помогал мне всегда в течение всей моей жизни. Я почувствовал, что достаточно успокоился, чтобы пройти опрос, и приступил к ответам. Последним был вопрос,
Хотите ли вы сделать еще один заказ? Если да, укажите, пожалуйста, имя человека, чью информационную сущность вы хотели бы воссоздать. Я подумал несколько секунд и ввел имя. Крымова Дарья Сергеевна. А что? С мамой тоже поговорить не помешает. Она ушла спустя 2 года после отца. Может, тоже что-то посоветует. Да и соскучился я, чувствую. И она, наверное, тоже. Ох, о чем это я? А деньги на это дело я с Сашкой заработаю. Надеюсь.